Ну что ж, здравствуйте. Поговорим о э, мировой борьбе, о глобальной борьбе, как это влияет на нас. Как я уже сказал в предыдущем ролике, тема довольно обширная. Вот, и обсудим, и как это связано с событиями, которые происходят сейчас в нашей жизни, начиная с конвоя свободы и Россия с Украиной, то, что происходит, эти ужасные съемки, которые оттуда приходят, народ, который страдает. э, Кому это все надо, кому это все служит и зачем. Значит, начнем разбирать, конечно, сторону зла, как называют ее на Западе. Вот. В нее входят несколько стран, более главных, менее главных. Ну вот, например, Россия со всеми странами, которые входят в ее альянс на территории бывшего Советского Союза, там Белоруссия, Казахстан и так далее. Опять же, конечно же, Китай, конечно же, Северная Корея, ну и такие страны, которые тоже в нее входят, это как Иран, можно сказать, Сирия в каком-то степени. Турцию тяжело отнести к какой-либо стороне, но в принципе она более, конечно, близко к стороне России, чем к Западу, хотя и пытается каким-то образом все-таки придерживать хоть какой-то видимый нейтралитет. Но вот это, в принципе, самые главные страны. Разберем каждую страну, которая заслуживает внимания, поподробнее. Например, Белоруссию, там нечего разбирать, там все очень понятно. Сидит батька, всем управляет и, в принципе, зависит очень сильно от России, поэтому и делает беспрекословно все, что ему говорит Путин. Вот. Значит, начнем. Все эти страны связаны между собой одним самым главным определением. Это все страны диктатуры, которые заявлены диктатурой или под зонтиком чего-то другого. Часть из них диктатуры на фоне религии, часть из них диктатуры на фоне коммунизма, и часть из них как бы вроде говорят, что демократия, создают видимость демократии, но на самом деле полная диктатура, как, например, Белоруссия, Россия, вот страны бывшего СНГ, Китай, Северная Корея, понятно, что на фоне коммунизма они там правят диктатура, а Иран, Сирия и им подобные, это, конечно, на фоне религии. Вот. Но все они полный диктаторский режим. Вот. Значит, они составляют вот эту вот сторону зла, и они борются с доброй стороной. У них у всех есть притязания определенные территориальные. Россия как бы фактически не хочет захватывать территорию как территорию, но да, хочет, чтобы как можно больше стран бывшего Советского Союза подчинялись ей и официально были независимыми территориями, но неофициально как бы все-таки были под ним, как вассалы, можно сказать, если отнестись к древним понятиям. Вот. Теперь Китай, у него много территориальных претензий на Тайвань. Гонконг он уже подмял под себя. Есть у него еще там пару островов, которые он хочет забрать у Японии. Сингапур он бы с удовольствием забрал, если бы ему дали такую возможность, и он будет пытаться ее забрать по-любому. Будет пытаться его забрать. У Северной Кореи притязания территориальные простые, она просто хочет захватить Южную Корею всегда. Не получится абсолютно никак, но хочет. Вот. На фоне религии, в принципе, они религиозные диктаторы хотят просто чем больше земли, тем лучше. И тоже хотят доминировать в на мировой арене. Вот. Это, в принципе, их, как бы, так сказать, посягательство. Причем некоторые из них делают это молча, тихо, спокойно, не поднимая шумиху. Иногда на них обращают внимание стороны Запада, но по большому счету они как бы никого не трогают так сильно. Вот. Они не выпендриваются слишком много. Если их не трогать, они не будут ничего говорить.
Вот, например, как Китай. А Россия, она серьезно как бы. Вот это вот сторона зла. Теперь поговорим про сторону добра, так сказать, как его называют на Западе. Опять же, каждую страну, которая заслуживает это, мы разберем в отдельности, понять, что именно она из себя представляет и что она, чего она добивается, что она хочет. Вот. Сторона добра, я лично ее не считаю стороной добра, не считаю, что это сторона света, считаю, что это та же самая сторона зла, и не из-за людей, и не из-за строев, которые в ней. Да, вся эта сторона, так сказать, добра, она создана из демократических стран, у которых видимая демократия, а как мы поняли из последних лет и вот из этого конвоя, они в принципе тоже работают на диктаторском уровне, просто не так сильно об этом говорят и не так сильно это показывают. В нее входит, конечно же, Америка, Канада входит. Я бы не сказал, что Канада слишком сильно на что-то влияет, но вот наша Канада тоже входит в эту сторону, как бы, так сказать, союз вот этот вот добра, Alliance. Ну, понятно, Европа в большинстве своем входит, Англия, Новая Зеландия, Австралия, они тоже пытаются как-то помочь и вот что-то сделать. Но вот эта вот вторая сторона, опять же, она хоть и называется на Западе стороной света, стороной добра, с ней мало что связывает, как бы люди в это верят, потому что им это объясняют, но если посудить, и мы посудим по ихним, потому что они именно делают, по их делам, и мы поймем, что там до добра тоже очень далеко. Вот. Есть третья сторона, про которую я в принципе как бы не говорил, потому что она не является стороной в борьбе на мировой арене. Она просто как бы там, она там есть. Она нейтрально, ее тоже тяжело назвать, потому что ее все время тянут то сторона так называемого добра, то сторона зла тянут в свою сторону, чтобы как-то повлиять на них, чтобы продавать им оружие или что-то другое и так далее. Как бы. Вот они постоянно находятся в таком состоянии, что их тянут вправо-влево и разрывают иногда на части, что и происходит с Украиной. Вот. Потому что ни та, ни другая сторона, ни зла, ни так называемого добра, ей как бы им по барабану на эти страны, на нейтральные. Им просто, для них они не более как полигон, на котором они сходятся и дерутся и так далее. А что происходит с ними? Вот есть на английском такое выражение collateral damage, не знаю перевести его как на русский, но это в принципе то, что приемлемые потери. Вот, в принципе, это побочные приемлемые потери. Вот для них вот эти вот побочные потери, это то, что происходит на Украине, и еще в некоторых странах, в которых были непризнанные части, как вот Молдавия, Приднестровье и так далее. Вот. Обоим сторонам. И поэтому в этом и заключается весь смысл, что ни одна из сторон она не добро несет. Ни одна из сторон не несет добро. Потому что обоим сторонам абсолютно посрать, извиняюсь за выражение, но вот уже просто хочется выразиться, без мата, но грубо. Вот. Им абсолютно по барабану на все вот эти вот мелкие страны, на все вот эти вот, на этих людей, которых в них живут, и что с ними произойдет из-за их действий, абсолютно по барабану. И кроме этого, почему обе стороны не являются стороной, ни одна из них не является стороной добра, а обе являются сторонами зла. Потому что той политической верхушки, которая сидит в каждой из этих стран, абсолютно побарабать не только на тех, которые попадают между ними, но и на своих граждан, и на свои народы. Вот. Они все кричат, что да, это на благо народа, на благо Европы, на благо страны, на благо то, на благо это. Но по большому счету всей этой политической верхушке, кроме своего личного блага, абсолютно ничего не надо. У них вот когда ихнего блага переливает через край, вот то, что переливает через край, они несут в народ, типа поделиться. Но пока они чашу свою не наполнят и не начнет переливаться, они ничего для народа делать не будут.
Вот. И поэтому обе эти стороны для меня лично это стороны зла, потому что им абсолютно начхать на всех, кто пострадает по дороге, включая свои собственные народы. Вот. Я обещал, что ролики будут короткие, как бы, чтобы действительно не занимать у вас очень много времени. Поэтому, может быть, к сожалению, я извиняюсь заранее, вы, наверное, будете получать чаще извещения, что вышел новый ролик, потому что я буду стараться их держать короткими. Но, с другой стороны, вы можете смотреть в любое время, так как этот YouTube, и вам будет проще, я думаю, найти 10 минут, чтобы посмотреть, чем найти 30 минут, чтобы посмотреть. И даже вот я посмотрел по истории своих роликов, средний просмотр, как бы, ну, тяжело людям усидеть 30 минут и слушать меня, да, который что-то там им пихает, толкает и так далее. Вот. Ну, вот это вот, в принципе, такая более-менее разборка ситуации, вот, включая обе стороны, включая те, кто попадают между этими сторонами. А в следующем ролике я уже начну брать каждую из важных, так сказать, влияющих стран, в этих сторонах, и что они делают, и как бы что им важно, и что они себя представляют, в принципе. Ну вот как-то так. Спасибо большое опять же всем, кто смотрит. Пишите комменты, потому что очень приятно, что люди вообще смотрят, и очень приятно, что люди вообще пишут. И мы будем говорить еще, будет ролик о том, что мы можем сделать по этому поводу. И вот я вам скажу честно, я не считаю себя каким-то гением, я не считаю себя каким-то суперполитологом. Все, что я считаю, это то, что я хочу свободы, и я хочу, чтобы люди жили в мире, и я хочу, чтобы всем было хорошо. И на этом этапе, что мы можем сделать, это распространять эту идею. Идею мира, идею добра действительно, и идею свободы. Поэтому распространяйте. Ну, если вам совсем не нравится, то не надо. Если вам как-то, да, интересно, и как-то вам, да, хочется помочь в борьбе с этими двумя сторонами, потому что у нас не будет выбора, нам придется бороться с обоими. Вот. Если вам как-то хочется распространять мои ролики, мне за это никто не платит, я ни в какую сторону не агитирую, просто говорю то, что думаю, и считаю, что то, что я говорю, это очень важно для будущего людей. И я уверен, что многие люди, ну не многие, не большинство как бы, но многие люди думают и начинают думать так же, как и я, и прекрасно все это начинают видеть и понимать. Вот. Но поговорим, я сделаю ролик о том, что мы должны сделать как люди, которые хотят свободы, и что мы можем сделать в борьбе с ними, потому что скоро начнется.